Лучшая серия минифигурок или странный набор непонятных существ, который мало кому понравится? После выхода набора по ДНД стало ясно. Предстоящая серия минифигурок по знаменитой Энри будет как минимум хорошей. Но то, что мы получили... собственно, это сейчас и разберем. Погнали. Очень важная часть ролика — его превью. И чем оно лучше, тем больше просмотров получит автор контента. Если вы хотите себе качественные превью, то я порекомендую Xavlexer. Он учтет все ваши пожелания, сделает превью и не только в кратчайшие сроки, а цены очень демократичны. Кстати, обложки для последних видео делал именно он. Ссылочка в описании. Сразу скажу, мне понравились все минифигурки. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей, каким-то есть немаленькие вопросики, но откровенно плохих здесь нет. Конечно же, большую роль сыграла тематика фэнтези. Про стандартные серии идеально подходит фраза It is a little something for everyone. Здесь отчасти можно сказать так же. Например, тот же гид-колдун нам подкинул желтые эльфийские уши. При этом остальные фигурки используют реалистичные цвета кожи, на что также найдутся свои фанаты. Две разнополых головы — тоже крутое решение и больше разнообразия самим фигуркам. И для ДНД удобно. А запасная голова точно лишней не будет. По классам и расам также разнообразие максимальное. В том числе есть несколько именных персонажей. А так как все фигурки — это фэнтези в чистом виде, такое количество классных принтов по средневековой тематике зайдет многим фанатам Castle. Для тех же, кто не увлечен ни Dungeons and Dragons, ни Castle, серию можно рассматривать как обычную серию минифигурок. И, как я вижу, многим они также понравились. А теперь подробнее о каждой фигурке. Дварф-варвар — самая спорная минифигурка. И дело отнюдь не в цвете кожи, хотя рыжая борода действительно смотрится не очень. Главный вопрос — где же борода полноценная? Хотя бы обычного размера, а еще лучше наподобие выходивших в Ривенделе. Но следует отметить новую деталь топора. За это твердое спасибо. Торс тоже неплох, особенно мне понравился принт длинных перчаток. Воротник и факел — приятное дополнение, хотя зачем дварфам факел, ведь у них отличное ночное зрение. В общем, на этого беднягу побомбили, дальше будет лучше. Гид-колдун. Про желтые эльфийские уши я уже упоминал, заострять внимание не буду. Но и в остальном фигурка крутейшая. Отличное сочетание цветов, множество мелких деталей на руках и на торсе с обеих сторон. Наплечники также хорошо вписываются. Посох простоват, но это не единственное оружие. Неожиданно, но именно колдун удостоился нового молда кинжала. Причем в коробке лежал еще один, запасной, что вдвойне приятно. Тифлинг-чародей. Еще одна фигурка с парочкой новых молдов. Но для начала о ней самой. В одежде чародей угадывается, особенно порадовали несимметричные принты на руках. Даже деталь хвоста вписывается, по крайней мере спереди, образуя просто небольшой открытый участок живота. Новая прическа классная и сочетается как с текущей головой, на которой можно увидеть начало роста рогов, так и подойдет для кастомов. Правда, уж очень необычный цвет выбран для самих рогов. Волшебная стрела — приятное дополнение, но самая запоминающаяся деталь — это, конечно же, дракончик. Подскажите в комментариях, на что он отсылается. Это какое-то заклинание или просто питомец? А мы идем дальше.
Драконорожденный паладин – одна из самых заманчивых фигурок. Выглядит он очень массивно, как, собственно, и должен. Спасибо, нужно сказать, новой детали брони. Панцирь, совмещенный с наплечниками. Но фигурка радует не только ею. Под панцирем скрывается тщательно пропринтованный торс с, опять же, принтами на руках. А на ногах нас встречают так редкие боковые принты. И это еще не все. В одной руке новый принт щита, а в другой неплохо сделанная булава. Ну и, конечно же, новый вариант драконьей головы, уже 4-й. Друид-полурослик. Как ни странно, очередная шикарная фигурка. Начиная от двустороннего уникального плаща и капюшоном с рогами, и заканчивая аккуратно принтованной птичкой, которую, правда, продублировали в ботаническом саду, но ее красоты это не отменяет. Да и принты на теле не подкачали, как и короткие ноги из сдвоенного пластика. Также отдельно отмечу мужскую голову. Как по мне, она не только отлично подходит друиду, но и вообще лучшая в этой серии. А Ракокра разведчик. По аксессуарам, особенно в сравнении с остальными фигурками, здесь все очень бедно. Только лук соколиного глаза в новом цвете. Сопровождает разведчика щенок немецкой овчарки. И хотя сам молот и прекрасен, не совсем понятно, почему именно щенок. Логичнее здесь смотрелась бы взрослая собака. Но пёсель не единственный новый молот здесь. Мы получаем как новые крылья, очень удобная цельная деталь, так и новую голову. А принты на торсе настолько универсальны, что только ради него и стоит брать эту фигурку. И летит. Если разведчик беден на аксессуары, то здесь их нет совсем. Фигурка состоит буквально из 3 деталей: ноги, торс и голова. В комплекте пожиратель интеллекта. Свою роль он выполняет полностью. Помимо уникального внешнего вида, мозг на ножках в Лего уж точно не выходил. Он легко насаживается на стандартную голову минифигурки, полностью оправдывая свое название. Сам Элитит обладает очень элегантными принтами на торсе, но на детали платья их, к сожалению, совсем немного. И, естественно, стоит отметить новую цельную деталь головы. Как по мне, не хватает каких-нибудь щупальцеобразных наплечников или плаща. Вышла бы отличная новая деталь, а кому нужен рядовой Элитит, просто бы ее сняли. Но имеем, что имеем. Вампир Страт. Помимо безымянных персонажей, в серию добавили и именных героев, и злодеев. Собственно, Страт фон Зарович один из них. Фигурка получилась хорошей. Сразу видно благородного аристократа в богатых одеждах и плаще. А запринтованные руки и ноги из двойного пластика отдельное спасибо. Но аксессуары достаточно простые, и кубок и меч далеко не редки. А вот крыса классная, в таком цвете еще не встречалась, да и глаза необычные. Эльф-бард. Хоть мы уже и получали барда в относительно недавней серии минифигурок, этот бард значительно отличается от прошлого. Принты классные и максимально обезличенные. Подобные заштопанные штаны легко представить и у бродячего торговца, а жилет у придворного. Особенно выделяется принтованная лютня. Шарф с перчатками сочетаются, и единственная небольшая проблема – цвет эльфийских ушей. На камере не очень заметно, но они слегка темнее, чем у самого распространенного оттенка кожи в Лего. Так что для разнообразных эльфов придется ждать больше подобных голов. А в остальном фигурка хороша. Леди Боли. Еще один именной персонаж, куда менее известный, чем тот же Страт или Таша. О ней позднее. Очень необычная фигурка. Головы, как таковой, у нее нет. Лишь резиновая золотая маска с кучей расходящихся в разные стороны клинков. Сам торс и платье красивые,
но сложно представить, что они подойдут кому-то еще. Новый вариант плаща немного странный, но интересный. Правда, из-за своей длины подойдет либо высоким, либо летающим или парящим персонажам, каковым Леди Болли и является. В руках же у нее представлен артефакт Куб Врат, позволяющий путешествовать между разными планами. Застем также именной персонаж. Он является личом, что и показано грудной клеткой, выглядывающей из-под одежды. Да и голова здесь это череп, богато украшенный и со зловещими красными глазами. Так же, как и с Леди, сложно представить его торс отдельно от этой головы. Что, впрочем, не отменяет того, что фигурка очень красивая. Аксессуаров немного. Эффект огня и новый цвет черепа, прозрачно-красный. Ну еще и двойной плащ. Вот чего-то подобного не хватало и Летиду. И последняя минифигурка в серии — Ведьма Таша. Очень известная героиня подземелий и драконов. Чтобы не углубляться в лор, в котором я сам не слишком силен, отмечу пару интересностей, и дальше вернемся к самой фигурке. Ее котел, видимо, отсылает к котлу Таши со всякой всячиной, книги с набором доп. Правил для 5-й редакции ДНД. В ее книге заклинаний спрятан жуткий смех Таши, простенькое заклинание 1-го уровня, ею же и придуманное. Фигурка же выполнена превосходно, и лишь покрутив ее в руках, я понял всю ее крутость. Одна только шляпа, совмещенная с волосами, многого стоит. А здесь и уникальное лицо с узнаваемой куриной ножкой, и богато принтованный торс с руками и ногами. Что еще больше мне понравилось, одеяния Таши в таком исполнении не совсем похожи на стандартные магические облачения. Поэтому переиспользование торса и ног не имеет границ. Поговорив подробно про каждую фигурку, я могу заключить, что лично для меня это самая уникальная и любимая серия минифигурок на данный момент. Здесь и попадание в мою любимую тематику, и тщательная проработка каждой из фигурок, и субъективные попадания лично в меня. Не без небольших косяков, да, малобородый гном, но общее впечатление очень положительное. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте поставить лайк и колокольчик для получения уведомлений. А если не подписались, подпишитесь, это очень сильно продвинет канал. И про телеграм-канал не забывайте. Пока и удачи!